Безответная любовь к матери троих детей подтолкнула совсем юного парня на жестокое преступление. Так хладнокровно расправиться с детьми своей любимой женщины, нужно иметь тяжелые психологические проблемы. Но убийцу после совершения преступления признали полностью вменяемым. Это поистине вопиющий случай произошел в 2011 году в городе Тула. 35-летняя Марина Шкарупа, дочь дирижера Уральского государственного оркестра народных инструментов Леонида Шкарупы, в 2008 году, после развода с мужем, взяла троих детей и переехала из Екатеринбурга в Тулу. Там она устроилась на работу риэлтором в местной фирме и одна воспитывала троих несовершеннолетних детей, самому младшему на момент преступления было всего 5 лет. Однажды у Марины сломался компьютер, какие-то знакомые посоветовали некоего Ивана, мол, совсем молодой парень очень хорошо разбирается в ремонте компьютерной техники. Тогда Марина не могла представить, что эта судьбоносная встреча станет роковой для всей ее семьи. После звонка к ней на дом приехал 19 лет Иван, с которым у Марины на долгое время завязались дружеские отношения. Вскоре техник начал намекать женщине на что-то большее, чем просто дружба. После расследования убийства полиция сделала выводы, что Иван нередко был вхож в дом. Мать троих детей ему явно сильно понравилась. Через пару месяцев Иванченко ушел в армию. Но за год так и не смог забыть свою любимую. Молодого человека совершенно не смущало наличие троих маленьких детей, как, например, в то же время отталкивало других мужчин. После того, как Иван вернулся из армии, он сразу же отправился к дому любимой женщины. Но получил отказ в близких отношениях. В тот день обиженный парень решился на кровавую месть. О том, что 35-летняя Мария Шкарупа могла встречаться с 19-летним парнем, не знали ни соседи, ни знакомые, ни даже отец, который 14 лет назад потерял сына, родного брата Марии. Нужно отметить, что с 2019 года у Ивана Иванченко была девушка, которая дождалась его из армии. 24 июля 2011 года Иван Иванченко находился в гостях у Шкарупы, его снова позвали отремонтировать компьютер. В этой же квартире находились трое малолетних сыновей Марии, Дмитрий, Кирилл и Петр, а также ее мать Валентина Бормотова. Ремонт затянулся до позднего вечера и ему предложили остаться. Ближе к ночи между Шкарупой и Иванченко возникла ссора. После этого преступник, по его собственным словам, долго думал, лежа в постели, как будет убивать свою любовь. Парень решил присмотреть орудие убийства в квартире и вскоре наткнулся на молоток. Затем он направился в комнату, где спала Мария, спящую женщину начал убивать. На шум проснулась мать Марии Валентина. Убийца не растерялся и, встретив женщину в коридоре, и попросил пройти на кухню, чтобы та сделала ему чай. После того, как убийца расправился на кухне с Валентиной, подумал, что нужно избавиться от остальных свидетелей, находящихся в квартире. Не включая свет, душегуб вошел в первую комнату, где спали двое детей. Затем отправился к последнему мальчику. Жесточайшим образом преступник убил всех троих малышей, затем в течение нескольких часов замывал следы, уходя, прихватил ценные вещи, 5 мобильных телефонов, 2 проигрывателя, видеокамеру и 2 телевизора. Закрыл входную дверь на ключ и скрылся с места преступления. Один из телевизоров принес домой и подарил своей маме, другие похищенные вещи преступник сдал в ломбард. Позднее именно этот телевизор, а также вещи, сданные Иванченко в ломбард по своему паспорту, стали важнейшими вещественными доказательствами его причастности к убийству. 1 августа соседи почуяли резкий, зловонный запах, доносившийся из квартиры Шкарупы, и вызвали полицию. Всего через 2 дня усиленных поисков был задержан Иван Иванченко в квартире матери, отрицающего знакомство с семьей Шкарупы. В отделении он дал признательные показания. Во время прохождения следственного эксперимента дом, где произошло убийство, был оцеплен по периметру с усиленной охраной из-за опасений линчевания преступника соседями, так как те выражали реальные угрозы в его адрес. Молодой парень в точности указал и рассказал следователям, как убивал каждого члена семьи.
На суде после вынесения решения об аресте он согласился с ним и расплакался. 22 сентября 2011 года все убитые были похоронены в Екатеринбурге. В СИЗО, по данным руководства, находясь в одиночном изоляторе, неоднократно нарушал внутренний распорядок, за что подвергался выдворению в карцер. Также он объявлял не один раз голодовку из-за отказа передать ему сигареты. В камере Иванченко практически не мог спать, а если и засыпал, начинал звать сотрудников изолятора и жаловался, что ему снятся убитые им же дети. В январе 2012 года по результатам психиатрической экспертизы в Москве был признан вменяемым. Тем не менее было выявлено наличие у Иванченко психического заболевания, смешанного расстройства личности, которое, по словам врачей, никак не могло повлиять на преступление, также патология не требует лечения. С самого начала суда Иванченко заявил о своей полной невиновности и отказался от всех показаний, данных им на предварительном следствии. Суд отнесся к этим заявлениям критически, считая, что материалы, собранные на этапе предварительного следствия, достаточны для доказательства его вины. Подсудимый неоднократно менял свои показания, утверждая, что убить Марию Шкарупу ему приказывал некий незнакомец. 25 декабря 2012 года в своем последнем слове подсудимый еще раз заявил о своей невиновности и потребовал своего освобождения и снятия с себя всех обвинений, к тому же заявив, что ранее не знал фамилию Марии и ее точный адрес. 29 декабря 2012 года суд признал Иванченко Ивана Алексеевича виновным. Также суд обязал взыскать с Иванченко 9 миллионов рублей в пользу родственников погибших в качестве возмещения морального и материального ущерба. В 2023 году в областном суде Тульской области состоялось заседание о целесообразности хранения ряда вещественных доказательств по делу об убийстве семьи Шкарупы. На заседании по видеосвязи присутствовал осужденный Иван Иванченко. Воспользовавшись моментом, он заявил о своей невиновности, попросив снова возбудить уголовное дело. По его словам, пока он находится в черном дельфине, настоящий убийца семьи Шкарупа гуляет на свободе.